Здравствуйте, друзья! Топ-5 лучших советских женщин-снайперов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Считается, что война – это не женское дело. Но когда враг приходит на родную землю, часто приходится пересматривать свое отношение ко многому и браться за оружие. Множество женщин добровольно записались в вооруженные силы или выполняли традиционную мужскую работу дома, на предприятиях и на фронте. Женщины работали на заводах и в правительственных организациях, были активными участницами групп сопротивления и вспомогательных подразделений. Сравнительно немного женщин сражались непосредственно на линии фронта, и среди них были женщины-снайперы. 28 января 1945 года погибла юная красавица Роза Шанина, женщина-снайпер, заслуги которой перед Родиной трудно переоценить. Этот рассказ о ней и ее сестрах по оружию, ковавших победу в Великой Отечественной наравне с мужчинами. Снайпером стать непросто. Для этого нужно обладать множеством качеств: наблюдательностью, терпением, умением ждать и, несомненно, гибким аналитическим умом. Такими качествами часто обладают именно женщины. И именно поэтому среди наиболее эффективных снайперов немало представительниц прекрасного пола. На полях сражений Великой Отечественной войны 6 женщин получили звезду Героя Советского Союза, а одна стала полным кавалером солдатского ордена Славы. Первое высокое звание героя получила Роза Шанина, совсем еще юная девушка. Первое. Роза Шанина. Роза Шанина родилась в семье крестьян Вологодской губернии 3 апреля 1924 года. Родители назвали дочку в честь Розы Люксембург, немецкой революционерки. Закончив 7 классов, Роза без разрешения родителей покинула родную деревню и отправилась в Архангельск, где поступила в педагогическое училище. Когда началась война, Шаниной было всего 17 лет. 3 ее старших брата в числе первых отправились на фронт, и один за одним погибли в самом начале войны. В 1943 году, как только позволил возраст, Роза пришла в военкомат, чтобы записаться добровольцем. Девушку направили в женскую школу снайперов, которую она закончила в 1944 году с самыми высокими баллами. На фронте Роза специализировалась на поражении самых сложных целей, движущихся. Официально на ее счету 59 немецких солдат и офицеров, но по другим сведениям 75. Среди убитых девушкой врагов 12 профессиональных снайперов. За такие результаты пресса союзников окрестила Розу невидимым ужасом Восточной Пруссии, а советские газеты и журналы регулярно публиковали ее фото. Роза Шанина стала первой в истории женщиной, удостоенной награждения Орденом Славы 2 и 3 степени, а также медалью за отвагу. Вопреки запрету вести личные записи, девушка не расставалась со своим дневником. Вот одна из его записей. Я сижу и размышляю о своей славе. Меня зовут лучшим снайпером в газете «Уничтожим врага», а Огонек поместил мой портрет на первую страницу. Это странно даже представить, как те, кого я знаю, смотрят на эту иллюстрацию. Я знаю, что так мало делала до сих пор. Не стоит думать, что девушка все время сидела в засаде, высматривая в прицел врага. Розе приходилось ходить в атаку наравне с солдатами-мужчинами и не раз бывать в разведке. Погибла девушка во время ожесточенных боев в Восточной Пруссии, попав под плотный минометный огонь. Ее подразделение потеряло 72 человека из 78. 21-летняя Роза Шанина, спасаясь под огня раненого боевого товарища, была ранена осколком в грудь и умерла в госпитале 28 января 1945 года, не дожив до победы совсем немного. Второе. Людмила Павличенко. Родилась Людмила Павличенко в украинском городе Белая Церковь 1 июля 1916 года. После школы Людмила работала на заводе «Арсенал», а затем поступила в Киевский университет. Еще будучи студенткой, Павличенко закончила школу снайперов. В то время получение воинских специальностей было очень популярно у молодежи. Начало войны застало 25-летнюю Людмилу в Одессе, где девушка находилась на преддипломной практике. Не мешкая, Людмила записалась добровольцем и отбыла на фронт в июле 1941 года. Боевое крещение снайпер Павличенко получила в боях за Одессу. Затем женщина защищала от врага Севастополь. В
течение года на полях сражения Северо-Кавказского фронта Павличенко сразила 309 врагов, в числе которых было 36 снайперов. Получив в 1942 году тяжелое ранение, Людмила больше не вернулась на фронт, став инструктором снайперской школы в Подмосковье. 25 октября 1943 года Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Павличенко считается самой лучшей женщиной-снайпером в мировой истории, и ее результат остается непревзойденным. 3. Ольга Васильева. Уроженка Воронежа Ольга Васильева открыла свой снайперский счет в 1943 году, прибыв на фронт прямо из медицинского института. Хрупкую студентку второго курса уговаривали остаться в полевом госпитале медиком, но Ольга выбрала путь стрелка. Как и Павличенко, девушка воевала на юге страны под Одессой, на Кавказе и в Крыму. Первого немецкого солдата девушка-снайпер выследила 15 августа 1943 года и после этого смогла уничтожить еще 185 врагов. Среди наград Ольги Васильевой – ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали за оборону Одессы, за оборону Кавказа, за оборону Севастополя, за победу над Германией, за отвагу. Ольга прошла всю войну до конца и вернулась в родной Воронеж, чтобы закончить учебу в институте. 4. Геня Перетятько. Геня Перетятько попала на фронт совсем юной, ей едва исполнилось 18 лет. Но за спиной у девушки уже была снайперская школа, которую она закончила с отличием в 1939 году, и несколько лет занятий стрелковым спортом. Мечтой девушки была музыкальная карьера. Перед самой войной Геня поступила в Одесскую консерваторию по классу виолончели. Прямо из музыкального класса девушки и отправились в военкомат, едва началась война. На счету снайпера Перетятько 148 убитых врагов. Геня прошла всю войну и в 23 года была награждена высшим знаком солдатской доблести – Орденом Славы. В мирное время женщина продолжила спортивную карьеру и занятия музыкой, но спустя некоторое время эмигрировала в США. 5. Инна Мудрецова. Инна Мудрецова родилась в 1918 году в деревне под Костромой. Отец Инны был кузнецом, и, наверное, поэтому девушка после школы пошла работать на один из заводов Москвы, параллельно поступив на вечернее отделение технического института. Инна вышла замуж за офицера и серьезно увлекалась военным делом и, в частности, стрельбой. Мудрецова участвовала в соревнованиях, а также организовала в Москве снайперскую школу. Как только было объявлено о начале войны, Инна и девушки, обучавшиеся у нее снайперскому искусству, подали коллективное прошение об отправке на фронт. Инну отправили в партизанский отряд, дислоцировавшийся в белорусских лесах, где и был открыт ее счет убитым врагам. За годы войны женщина участвовала в таких крупных сражениях, как битва на Курской дуге и Яссо-Кишиневская операция, воевала на территории Польши, Чехословакии и Германии. Инна участвовала в атаках наравне с мужчинами, проявляя отвагу и воодушевляя многих своим примером. 138 вражеских солдат и офицеров занесла эта женщина в свою снайперскую книжку за годы войны. 2 мая 1945 года Мудрецова с отрядом из 160 бойцов штурмовала завод на окраине одного из чешских городов. Здесь Инна получила тяжелое ранение в позвоночник и руку, сделавшее ее инвалидом первой группы. Домой женщина-снайпер вернулась без руки и ослепшая на один глаз. Мудрецова награждена 3 орденами Отечественной войны, орденом Боевого Красного Знамени и орденом Знак Почета. Несмотря на последствия ранения, она работала в обществе знания лектором и ездила в командировки по всей стране. Я рассказал далеко не о всех женщинах-снайперах, которыми гордится наша страна. Их было много, и история каждой, несомненно, заслуживает внимания. Мужество и отвага наших женщин, не желавших терпеть на своей земле оккупантов, стали полной неожиданностью для гитлеровцев. Сумасшедшие фрицы думали, что наши женщины будут их рабынями. Они хотели, чтобы советские девушки днем стирали бы немецкое белье, а вечером услаждали бы немцев плясками. Грубые и наглые самцы. Они привыкли иметь дело с жадными, но покорными самками. Они искали на нашей земле горничных и плесуней. Они нашли женщин-бойцов.
женщин, готовых до последней капли крови защищать свою честь и свою свободу. Нынешнее воспитание делает из людей рабов, слабых духом и почти неспособных к сопротивлению. Это нужно политикам для удобства управления людьми. Лишь немногие молодые люди сейчас могут вообще полноценно осознавать то, что наша страна находится в оккупации. И еще меньше людей готовы защищать свою свободу. Как вы считаете, смогут ли современные девушки повторить их подвиг и в случае необходимости защитить родину с оружием в руках? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.